Всем привет, с вами канал Baltic Sales. Сегодня я расскажу вам о яхт-сервисе Max Marine Ocean, который находится в Аликанте. Я пришел тут тоже со своей проблемой, которую мне постараются решить. А дальше вам сотрудники расскажут, чем они занимаются, что делают, какой сервис предлагают. Здесь есть шипярд и возможность поднять свою лодку. Ребята здесь делают абсолютно практически все, что только возможно. Ну что ж, а теперь давайте зайдем внутрь. Хочу вам представить Александра. Как раз он и поможет мне провести экскурсию и расскажет, какой сервис предлагается в Max Marine Ocean. Да, добрый день. Все, кто знает меня и не знает. Руслан, заходи, не стесняйся. Руслан? Мы представляем широкий спектр услуг по ремонту, сервису яхт, включая и в том числе и перегон яхт, и все с этим связанное. Мы выполняем все работы по обслуживанию двигателей, корпусов, такелажа, электрика, электроника. Ну, наверное, мы не ремонтируем и не шьем паруса и не занимаемся различными бимини и так далее. В основном это металлообработка, то есть алюминий, нержавеющая сталь и так далее. Гнем, режем, варим. Это одно из направлений. В то же время все, кто с лодками связан, прекрасно понимают, что здесь очень широкий спектр потребностей от каких-то систем простых, заканчивая более сложными навигационными системами. В том числе мы этим занимаемся. Наш опыт говорит сам за себя. Мы более 30 лет в этом бизнесе. Сейчас открыли представительство в Испании, в Аликанте. И продолжаем развивать здесь это направление. Мне дали возможность пройтись по бот-ярду. Это, между прочим, один из крупнейших бот-ярдов на каком побережье? Коста-Бланка. Коста-Бланка. Кстати, хочу вас представить, это Руслан. Привет. И мы сейчас как раз хотим пройтись, он покажет, какие текущие работы они выполняют. Посмотрите, здесь имеется 3 крана, поэтому любое судно можно поднять на землю. Огромный кран, любой катамаран сюда войдет просто с легкостью. Я еще, кстати, нигде не видел, чтобы было прямо 3 крана. Как правило, один. Ну, там, как что правило, влезет, то один, влезет. максимум 2 крана. А здесь, учитывая, во-первых, территорию этого Вородеры, учитывая мощности, которые здесь находятся, естественно, 3 крана – это необходимость, потому что это позволяет, во-первых, поднимать суда большого тоннажа, большого размера, размещать на территории Вородеры и производить дальнейший ремонт. Начиная от простейших работ, связанных с обработкой антифуллингом, покрытием необрастайкой, и заканчивая достаточно серьезными работами по электронике и по моторам и так далее. И сейчас вы можете обратить внимание, есть уже ряд работ, ряд судов, на которых производятся работы. На этой лодке, в частности, производятся работы, связанные с нержавейкой. На следующей лодке также работы по нержавейке, но это предварительные, скажем так, работы, предварительный осмотр. Но, как правило, на лодках такого формата проблем и задач достаточно много. И перед подготовкой к сезону, все зависит, конечно, от капитана лодки, но есть определенные процедуры, чек-лист, согласно которым лодка проверяются, тестируются системы, двигатели, электроника. И если в ходе обследования находятся какие-то недочеты, проблемы или еще что-то, естественно, в этот период производится необходимый ремонт. Вот на этой лодке, допустим, в процессе эксплуатации был погнут молдинг задней платформы. Его уже демонтировали, отремонтировали, выпрямили, и скоро будет установлено обратно. Также по ходу будут выявлены, может быть, еще какие-то дополнительные работы, которые также мы будем производить. Дальше стоит небольшая лодка, но мы никогда не ограничиваем себя размерами лодки, потому что вне зависимости от лодки, какая-то лодка маленькая, большая, на каждой лодке есть
свой ряд задач и ряд проблем, которые необходимо выполнять. Например, на этой небольшой лодке, помимо работ, связанных с мотором, есть также и работы, связанные с электроникой. Так как я отвечаю за работы, связанные с электрикой и электроникой, могу немного рассказать, что было здесь. Клиент не так давно купил эту лодку, и он не до конца понимал, как управлять светом. По идее, достаточно простая процедура, включил-выключил, но, как оказалось, на этой лодке установлена система от компании OceanLed, это американский представитель. И управление этой системой, как предполагалось ранее, должно управляться с помощью смартфона. Но так как система была установлена давно, и система достаточно старая, софт не обновлялся, и на современных телефонах нет возможности управлять системой. Мы со своей стороны связались с производителем, описали ситуацию, предложили, на свой взгляд, два решения. Производитель действительно подтвердил, что да, действительно можем произвести небольшой апгрейд, заменить один из блоков, поставить более современный блок, который позволяет связать эту систему с карплоттером и управлять светом уже с помощью карплоттера. Вот, мы уже подготовили, скажем так, мини-проект, как это все сделать. Клиент предварительно согласился, и я думаю, мы сможем реализовать это достаточно просто. Но опять же хочу подтвердить, что вне зависимости от лодки, от размера лодки, вопросы, связанные с электрикой и электроникой, есть на всех лодках. На более крупных лодках, естественно, задачи поважнее и посложнее. На простых лодках также присутствуют тоже задачи. Это связанные с элементарной заменой там, каких-то лампочек, выходом из строя помп, обновление системы навигации и так далее, и тому подобное. И, как правило, при решении какой-то задачи мы стараемся смотреть немного шире, не только на решение данной конкретной задачи, но и если мы попутно находим какие-то дополнительные проблемы, мы, естественно, об этом говорим обязательно заказчику и со своей стороны предлагаем иногда какие-то там апгрейды, которые позволят более комфортно использовать лодку и более качественно использовать те ресурсы, которые есть на лодке. Поэтому вот на этой лодке, в частности, мы предложили небольшой апгрейд, и плюс мы попутно там уже нашли несколько интересных вещей, которые можно предложить заказчику, и думаю, что у нас все получится. Я в этом уверен. А сейчас мы возвращаемся на лодку, которую вам уже показывали. Здесь идут работы с нержавейкой. И уже Александр тогда расскажет подробнее. Поднялись мы на лодку и идем сейчас посмотреть, какие же работы с нержавейкой здесь происходят. Ну, на данной лодке идет проект по улучшению и по усилению различных частей при примыкании палубы тика к пластику. Вот новая лодка, но уже все дерево, как видно, пострадало. Соответственно, заказчик захотел сделать полностью здесь обрамление. Также здесь проблемы существуют, туннели, по которым идет якорная цепь. Они не защищены никаким металлом, соответственно, требуется здесь сделать вставки и привести это в порядок. Вот вкратце эта работа. И на самом деле мы занимаемся рейлингами, любыми видами нержавейки. На бот-ярде стоят здесь огромные дорогие лодки. Красота. И со всем этим работает Max Marine Ocean. Как уже сказал Руслан, у них нет предпочтений. Дорогая лодка, большая, маленькая. Работают со всеми. Так что, если вы находитесь как раз в районе Аликанте и вам что-то нужно сделать, то я думаю, это место достойно того, чтобы приехать именно сюда и отремонтироваться. Теперь рядом со мной стоит Максим, и он расскажет немножко больше конкретно о мастерской. Чем Max Marine Ocean может заниматься в мастерской, какие есть возможности. Добрый день, мы переехали из Украины сюда, находимся в Аликанте, на Варадеро. Компания Max Marine Ocean. В Украине нас знали как просто Max Marine. Работали там более чем 25 лет. Ну, здесь у нас новая жизнь. Открыли мастерскую по сервису ремонту лодок и пойдемте вам покажу. Такая у нас небольшая, но уютная мастерская. Занимаемся, в принципе, всем. Начиная от каких-то простых работ по яхтам, катерам и кораблям, ну и заканчивая
металлообработка, сварка, токарка, трубогибка, любые детали, изделия. Естественно, все по моторам, Volvo Penta, Yanmar, подвесные двигатели, гидроциклы, неважно, то есть стеклопластик, электрика, что угодно. То есть давно этим занимаемся, любим лодки, и их любим даже больше, чем их любят их хозяева. Глядя то, как здесь в Испании все с судоремонтом, состоянием лодок у клиентов, то своя специфика, да, дома было иначе. Вот, ну, работаем вот уже полгода, свои сложности, свои радости, да, в Европе, скажем так, все иначе, все по-другому, но рынок большой, работы много, но все время надо что-то преодолевать, начиная от бюрократии и заканчивая, ну, вообще другими принципами, подходами к работе здесь. Вот. Тут у нас такой цех по металлу, скажем так, токарный станок, сейчас он на сервисе у нас. Здесь мы делаем тоже и моторы, и валолинии, винты, режем, пилим, равняем, все, в общем, да. Всего лишь 200 квадратных метров, достаточно компактно, места не хватает, но, слава богу, есть и такая мастерская, потому что так получить помещение в порту, да у воды в Испании очень сложно, потому что это концессия, бюрократия, куча согласований. Ну, от момента, когда мы решили тут быть, и до, скажем так, открытия, прошел год. Думаю, те, кто в Испании что-то начинал, ну, знают эти моменты, потому что лицензии, архитектуры, хестеры, электричество, юнтамиенто, куча бюрократии, которую надо преодолеть и, ну, ускорить, так сказать, привычными способами, как привыкли дома, через знакомых. Тут это сложно, тем более, когда ты здесь новый человек. Но, тем не менее, вот мастерская у нас есть. Работа тоже, слава богу, есть. Да, нельзя сказать, что все легко, но как-то мы движемся. Думаю, в правильном направлении. Здесь некоторые детали с лодок. Вот. Ну, постоянно что-то сделалось, поставилось, другое разобралось. А мы отдельно сейчас покажем, потому что это мастерская, но в основном-то вся работа, она на улице, потому что лодки здоровые, то есть, которые стоят на шипярде, либо мы ездим бусиком в другие марины, другие города, то есть мастерская больше такая как база, где какое-то оборудование, где можно переодеться, покушать, есть офис и тому подобное. Ну, здесь маленький складик. Кстати, вот плазма американская, маленькая. Обычно плазменные станки, они промышленные, довольно большие. Это компактная, CNC-шная, чисто под какие-то изделия, съемники, ну, любые детали для лодок. Незаменимо в хозяйстве, скажем так. А здесь как раз вы видите небольшой склад лодок. Да, это наш друг Евгений производит в Эстонии. Классные технологичные лодки, легенькие, красивые, удобные. Есть в карбоновом и в стеклопластиковом исполнении. Небольшой складик. Это все равно мастерская, она готова, но это все равно еще заготовка. Не до конца все сделано. Но атмосфера, обстановка уже рабочая. Да. Тут даже у нас есть маленький CNC-плоттер вырезать наклейки, потому что часто надо имя судна налепить, номера или какие-то сделать пометочки, наклеечки на какие-то кнопки. Казалось бы, вроде как рекламная вещь, да, но для лодок тоже она постоянно нужна. Тут у нас офис, пьем чай, кофе, обсуждаем, совещаемся, все компактно, да. После, конечно, масштабов домашних, все очень скромно, но работать можно. Идем дальше? Да. Этот шипярд, он скоро будет самым большим по площади в Испании. Да, его расширяют, реконструируют, тут огромная территория. Ну, кстати, у нас в Украине примерно общая площадь яхт-клуба нашего была как здесь, сопоставима. Но здесь просто все техническое, чисто хранение, краны. Здесь 3 крана, вот маленькие 40 тонн, есть 100 тонн и 280 тонн. То есть такие лодки до 45 метров здесь поднимают, ну уже, считай, целые корабли. Вот тут очень много обслуживается чартерных лодок с Балеар, Пальма, Ибица. Здесь их более чем 60 единиц на зимнем хранении и обслуживании. Вот, кстати, некоторые из них стоят. Важер Boats.
Здесь, в общем, мы видим самый большой кран, который здесь есть, 280 тонн грузоподъемность. Вот, кстати, новая Ферретти стоит, лодка, пару лет всего. Мы ее обслуживали, и нержавейка, и валолинии, и винты, и гудричи. Вот, то есть делаем вот и такие пароходы огромные, и, например, вот стоят какие-то маленькие катерки, то есть неважно. В принципе, лодки есть лодки, везде есть нержавейка, двигатель, корпус, гель-коут, необрастайка. Кстати, подшипник гудрича в мортирах меняем без снятия вала. Для этого есть специальный американский инструмент. Очень удобно, быстро и эффективно. Там специальный инструмент, такие как полусферы и выжимные такие струбцины. Есть механические, могут быть гидравлические. Вот, но сильно упрощает жизнь. Там от маленьких валов до максимум делаем 110 вал, 110 миллиметров. Ну, например, Ферретти, лодка метров, наверное, 27, вот у нее 102 вал. То есть вот такой без проблем делаем. Вот. Покрашена, кстати, пропспидом. Одна из таких лучших необрастаек для пропульсивных систем. Еще одна здоровая лодка. Астонда, кстати, испанская лодка. Верфь находится в Санта-Поле, делает эти лодки. Ну, это уже старая модель. Они сейчас имеют там линейку по современнее. Вот тоже у нас на обслуживании. Здесь 110 валы, кстати. Лодка продается. И владельцы хотят сделать предпродажную инспекцию, так чтобы по бумагам все числилось хорошо. Вот такие у них вот вентиляторы, как мы говорим, пропеллеры, алахосы. Тимоны, кстати, по-испански руль это тимон. Мы тут с местными всегда шутим: тимон и помба. Да, вот такие валики. 4,5 метра, каждый вал 400 килограмм. Такая heavy machinery. Такая работа вроде бы слесарная, но из-за своего веса требует как бы осторожности, квалификации, ну и правильных рук. Вот. И, естественно, всяких вспомогательных средств. Вот. Сейчас как раз начинается сезон судоремонта. Несмотря на то, что кажется, что место есть, места нету. Потому что много этих шатров. В шатрах, кстати, все эти балиарские лодки чартерные, ваджер стоят. И шипярд реконструируют. После реконструкции их там заливают бетоном еще 15 тысяч квадратных метров площади. И эти все шатры переедут. Здесь будет гораздо просторнее. И можно будет, как говорят руководители здесь на шипярде, до 20 лодок 45-метровых держать на суше. Вот. Ну, естественно, в любые щели засовывать мелочевку, всякие другие лодочки. А здесь кто-то живет на лодках из владельцев? Нет, здесь запрещено жить на суше. Ну, в принципе, это как бы нормальная практика, тут нельзя. На воде без проблем в марине все живут. Мы тоже, у нас лодка здесь. Мы же сами яхтсмены не только ремонтируем, мы и сами на лодках плаваем, ходим. Вокруг света уже обошли. 7 лет кругосветка длилась. Вот, поэтому, так сказать, мы и практики, и теоретики, и все подряд. Вот, кстати, это самая большая модель Vajor 77. Топовая лодка у них, чартерная, прокатная, или Ибица, или Пальма де Майорка. Около 7 миллионов евро стоит такой пароход. Из алюминия сделано, Volvo Penta, IPS. Такое тоже мы обслуживаем, ремонтируем. Модно сейчас использовать эту желтую необрастайку. Да. Есть всякие другие тоже организации. Тут, кстати, строят и катамараны. Тут один стартап есть. Посмотрим, как у них это получится. Стараются ребята что-то сделать. Ну, для маленьких лодок такие кранчики. Кранчик вот 40-тонный, плюс всякие есть вилочные погрузчики. Сейчас мы уже подходим, в принципе, к территории, где стройка началась. Дальше мы не пройдем, это как раз там расширяют эти 15 тысяч квадратных метров. Как на любом шипярде есть свалка шрота старых заброшенных лодок. Тут тоже этого добра хватает. Иногда какие-то лодки просят оживить, взбодрить. Правда, потом бывает удивляются, почему так дорого. Мы говорим, не надо было доводить до этого состояния, было бы дешевле. Ну, с техникой это же как и со здоровьем. Надо делать все на упреждение, не доводить до болячек, так и с механизмами. Да. Всегда заранее что-то сделать в итоге дешевле, чем потом фиксить уже в авральном режиме. Да, география клиентов разная. Испанцы, с Австралии, Америка, Швеция, Голландия, Англия. Отовсюду люди. Норвегия.
потому что очень классный тут климат, жизнь хорошая в Испании, да. Душные налоги и бюрократия – это минус, да, но плюсов здесь в итоге больше, на самом деле. Так, ну, в принципе, мы так уже подобошли. Ага. Кстати, польский катамаран Санриф. Санриф – это такие одни из лучших катамаранов. Крутой, крутой. Покраска, полировка, да, всякое такое. Ну что ж, теперь вы все узнали о Max Marine Ocean, и сюда я напишу вам адрес, где это находится локально, по Google Maps вы сможете найти. В общем, если вам нужна помощь, нужен ремонт какой-то, то вы знаете теперь, где находится это место. А с вами я прощаюсь, всем пока-пока, до новых встреч, увидимся. Подписывайтесь на нас, ждите следующих выпусков. Пока.